Всем привет! Мы продолжаем рассматривать советские грузовые автомобили от производителя Deep Models в масштабе 1 к 43, и сегодня я хочу вам показать новинку уходящего года. Это классический грузовой бортовой автомобиль ЗИЛ-130, который копирует прототип 1982 года. Эта модель окрашена в довольно интересный темно-зеленый цвет, и можно сказать, это самый базовый ЗИЛ-130, который предлагается у этого бренда. У автомобиля нету логотипов предприятий на дверках кабины, также обычная грузовая платформа, установлены регистрационные номерные знаки Воронежской области, и эта модель поступила в продажу 29 июля 2021 года. Ее тираж составил 300 экземпляров, с моделью поставляется сертификат с уникальным порядковым номером, и несмотря на довольно внушительный тираж, эти модели исчезли с продажи в некоторых крупных модельных магазинах. И свой грузовик я приобрел совершенно случайно и изначально не планировал приобретать эту модель в свою коллекцию, потому что уже есть и другие ЗИЛы от этого бренда, также аналоги от Автоистории, от Start Scale Models, но когда пришел в магазин выбирать другую масштабную копию, обычное шасси на базе 130-го ЗИЛа в точно такой же схеме окраски, то тот грузовик мне не очень понравился. Посмотрев на эту масштабную копию, решил взять ее в замену обычному грузовому шасси. И меня модель порадовала качеством покраски и сборки, нету замечаний и практически отсутствуют криво установленные детали. Я вам для сравнения приготовил еще пару 130-х ЗИЛов. У меня есть похожий грузовик в варианте «Связь», у машины темно-зеленая кабина и синий кузов, и также приготовил вам модель в коробочке Premium Classics. Это по большому счету перекрас Start Scale Models, и у меня эта модель в ливрее Национальной народной армии ГДР. Правда, у грузовика решетка раннего типа. Если посмотреть на классические бортовые 130-е ЗИЛы у Deep Models, то до этого уже выходили похожие машины, и в самой первой партии было два варианта окраски. Первый грузовик был обычного классического синего цвета, а вторая машина копировала прототип поздних лет с видоизмененными поворотниками, и у того грузовичка была синяя кабина и зеленый кузов. И на самых первых ЗИЛ-130 с новым типом решетки радиатора были неправильные отверстия, очень маленькие, и впоследствии Deep исправил этот недочет, и ходили слухи, что тем людям, которые приобрели модели из первой партии, даже высылали на обмен новые решетки радиатора. Но, честно сказать, мне никто решеточку не прислал, поэтому у меня некоторые модели из первых выпусков остаются с неправильным оформлением передней части. И что касается других автомобилей у этого бренда, то на базовом шасси довольно много интересных надстроек. И можно отметить такие автомобили, как цистерна для перевозки сжиженного газа. Также был довольно интересный компрессор на базе раннего 130-го ЗИЛа, и также была одна модель на базе 157-го полноприводного грузового автомобиля. Также заявлены к производству автоцистерны, машины для обслуживания аэропортов, и также у Дипа были поливомоечные машины в разных ливреях, и некоторые модели тоже есть в моей коллекции. Если у вас будет интерес, я на них сделаю отдельные видеоролики. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот грузовичок поближе, и вы в комментариях можете написать, а есть ли в вашей коллекции какие-то модели ЗИЛ-130 от Deep Models, когда, где и за сколько вы их покупали, и что вы думаете о самых свежих новинках у этого бренда. И данный грузовик поставляется в классической темно-зеленой коробочке, есть логотип данного бренда, на нижней стороне вы можете прочитать различную информацию, которая касается производителя. Естественно, эти модели изготовлены в Китае, есть артикул, по которому можно найти грузовичок в интернете, указан прототип, автомобиль бортовой, тип 130 82 года. И на задней стороне упаковки также есть схематический рисунок двух советских грузовиков. ГАЗ-51 с бортовым кузовом у меня в коллекции только в виде ручной работы. Раннюю модель от Дипа я не приобретал, но у меня есть на этом шасси пожарная машина, также сидельный тягач и фургон КИ-51. На эти модели я тоже делал детальные видеообзоры. И ЗИС-151 у меня тоже есть в разных вариантах исполнения. И уже говорил, мне больше нравятся коробочки
Другого типа у этого производителя составные из двух половинок, у них более плотный картон, и лично для меня проще изымать модель из другой коробки, нежели из такой. Но тем не менее здесь присутствует страховочный воздушный мешок, который предотвращает повреждение дисплей-кейса. И также у этого грузовика обычная стандартная подставка черного цвета. На серии Олимпиада 80 у машин идет прозрачный подиум. И опять же, мне прозрачные подставки нравятся больше. Вы можете рассмотреть ходовую часть грузовика, не откручивая его от подставки. И с этой моделью поставляется также сертификат с уникальным порядковым номером. Есть фото масштабной копии. И странно, почему Deep не изобразил настоящую машину. Возможно, она была черно-белая, возможно, просто не нашлось подходящего цвета на настоящем грузовике. И вообще сложно сказать, были ли настоящие машины в таком темно-зеленом окрасе. Знаю точно, что зеленые машины были с ранним типом облицовки радиатора, но более поздние модели мне запомнились в синем цвете. И моя машина под номером 296. И также помимо картоночки поставляется планочка. Из фотоотравления тоже на ней продублирован тираж автомобиля. И давайте посмотрим сам грузовичок. На самых последних 130-х зилах также сделали небольшое улучшение. Добавили фиксатор передних колес, потому что у многих моделей колесики соскальзывали и могли повредить лакокрасочное покрытие грузовика, сломать хрупкие детали при пересылке. Очень симпатично сделана передняя часть, хорошая светотехника, также вполне симпатичные регистрационные номерные знаки. Но это обычная декаль, и сейчас уже можно делать номера объемные из фототравления, как, например, у производителя Classic Bass или в наборах для доработки от студии Microdesign. Также сквозь отверстие можно разглядеть радиатор охлаждения. На крыльях присутствуют оранжевые поворотнички. Также есть знак качества. Очень симпатичные зеркала заднего вида, хотя корпуса, на мой взгляд, немножко толстоваты. Их тоже можно было сделать из фототравления. Очень хорошо выглядят стеклоочистители. Также, если посмотреть вовнутрь кабины, мы увидим окрашенные сиденья, панель приборов, дверные карты, также потолок окрашен. И я почитал на форуме, люди говорили, что у этого грузовичка есть недочеты в плане передачи образа, потому что дверные карты окрашены белым цветом, и такой вариант присущ более ранним модификациям, а здесь, скорее всего, просто производитель ошибся. Но опять же, кто будет себе задавать подобный вопрос о различиях грузовиков? И честно сказать, когда я приобрел этот грузовичок, я даже не догадывался, что у него есть несоответствие настоящему прототипу. Кузов тоже выше всяческих похвал. Есть фактура на деревянных брусочках. И это составная деталь. Каждый борт – это отдельный элемент, плюс нижняя часть кузова и напольное покрытие. И чтобы демонтировать кузов с рамы грузовика, вам нужно снять напольное покрытие. Там находятся два крепежных винтика. Их откручиваете и снимаете кузов с подрамника. И подрамник крепится, опять же, с внутренней части. Очень симпатично изготовлены брызговички, тоненькие ножки из фототравления. Также хорошо смотрится топливный бак, подножки, задние колесики на металлической оси, а передние на шарикоподшипниках. И у этого грузовика круглые задние фонари. Не буду откручивать модель от подставки, уже неоднократно показывал, как выглядит ходовая часть у 130-х зилов. Кому интересно, можете посмотреть старые видеоролики. И давайте покажу вам для сравнения вариант связь. Тоже очень симпатичный, но, к сожалению, эта модель имеет некрасивые пятнышки от клея на самых видимых местах. Видимо, изначально была недоработка по приклейке
подножки, но, еще раз повторюсь, на последних моделях такого недочета не наблюдается. И в дополнение поставили противотуманки, также другие регистрационные номерные знаки, есть белый кантик на переднем бампере, естественно, присутствуют логотипы, на кузове полосочка. А задняя часть точно такая же, тоже рабочее сцепное устройство, можете прицепить какой-нибудь прицеп. Правда, у Дипа для обычных грузовиков предлагается только военный прицеп 2PN2. И он больше подходит под 157-е зилы, тоже есть в моей коллекции. И два варианта, один с черными номерами, второй с желтыми. И на обе модели я давно делал детальные видеообзоры. И давайте в завершении покажу вам модель от Premium Classics. У нее защитный темно-зеленый цвет, и он сильно отличается от того варианта, который предложил Deep Models. Конечно, по сравнению с Deep'ом она выглядит более примитивно. И опять же, здесь очень много огрехов в передаче образа прототипа, также криво установленные детали. И главная проблема модели от SSM и Автоистория – это не очень удачно спроектированная передняя балка. Колеса постоянно разъезжаются, они не держатся, и уже пытался прижимать крепежный элемент, но все равно колесики расползаются. А так, это вполне хорошая альтернатива, если у вас не хватает средств на приобретение более дорогостоящего изделия. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о новинке от Deep Models. Понравился ли вам окрас этого грузовика? Не забывайте поддержать видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!